Привет всем! Вы на канале Ирена Адлер. В своих видео об истории чешской бижутерии я всегда рассказываю и показываю украшения. Никогда не говорю о людях. А ведь истории известны имена многих крупных заводчиков, экспортеров, производителей стекла, изобретателей. К ним же и относится самое известное имя Даниэля Сваровски. Империя Сваровски существует многие десятилетия, и сегодня она остается на вершине успеха, в отличие от чешской бижутерии, которую постигла печальная трагическая участь. И сегодня я хотела бы разобраться, почему же так произошло и в чем секрет истории успеха Сваровски. И чтобы рассказать эту историю, я поехала в музей кристаллов Сваровски в Тирольские Альпы, где в городке Ваттенс находится также и большой завод кристаллов Сваровски. Конечно, история Даниэля Сваровски известна многим, но я хочу все равно начать именно с нее. Даниэль Сваровский родился в 1862 году в Ержентине под Буковой в окрестностях Яблонца-над-Нисой в семье шлифовальщика стекла. И, как часто было в те времена, мальчик закончил специализированную школу и пошел по стопам отца. В 18-20 лет он уже работал в фирме Gebr. Fikes и показал себя достаточно перспективным юношей. Поэтому его отправили на стажировку в Париж, где он осваивал гальванизацию поверхностей. Через какое-то время, вернувшись назад домой в Богемию, его снова посылают на техническую выставку в Вену, где он был поражен электрическими машинами. И тогда он понял, что можно изобрести такую же машину для шлифовки стекла, чем усовершенствовать производство, увеличить объемы производимого стекла и облегчить сам труд. Он даже решил не возвращаться домой, но компания Gebr. Fikes была против этих планов, и они даже, угрожая увольнением отца, заставили его вернуться назад. В Вене же Даниэль познакомился с Эдуардом Вайзом, с которым через 3 года он основал компанию по производству бижутерии в Богемии и впоследствии даже женился на его дочери Марии. У них на предприятии работало уже почти 70 человек, но компанию нельзя было назвать успешной, а вскоре Эдуард Вайс умер. И Сваровский получил предложение от экспортной компании Густав Штросс на должность технического консультанта. Там ему дали мастерскую, такую своеобразную лабораторию, в которой он мог экспериментировать, внедрять свои знания. Но проработав 2 года в этой компании, Сваровский вернулся в ту компанию, которую он организовал с Вайзом. Там теперь дела вели его шурины, братья жены Роберт Франц и Эмиль. Здесь он сконструировал свою первую шлифовальную машину для шатонов. Шатоны – это так на самом деле называются кристаллы, которые мы все знаем, вклеиваются и вставляются в бижутерию. У них обратная сторона конусообразная, иногда она покрывается амальгамой, иногда нет. Ну, в общем-то, это вот этот кристалл, который все мы знаем. Качество продукции было безупречным, и одновременно машина могла выточить 35 шатонов. Производство росло, кристаллы были очень востребованы среди клиентов их компании, а работали они без посредничества экспортных фирм напрямую с разными заказчиками. Это, кстати, являлось очень хорошим маркетинговым ходом, потому что, как мы бы сейчас говорили, их бренд стал хорошо узнаваем. В общем, им требовалось развивать производство, а для этого нужны были инвестиции, деньги. И такой инвестор нашелся в лице одного из парижских клиентов их компании,
Армандо Костмана. Он был евреем по происхождению. Я это специально говорю, потому что буду к этому возвращаться впоследствии. И Арман Косман вместе с Даниэлем Сваровски и одним из братьев Францем Вайзом организовали новую фирму, которая так и называлась Косман и Сваровски. Из-за растущего спроса компаньоны столкнулись с тем, что невозможно было уже держать в секрете от конкурентов их изобретения, а также нужна была электроэнергия, которую могли обеспечить горные реки. Поэтому они решили переехать в австрийский Тироль, подальше от Богемии и поближе к горным рекам. В 1895 году Сваровский, его компаньоны и 10 рабочих переехали в деревню Ваттенс, через которую к тому же проходили прямые железнодорожные пути к Парижу. Там даже была своя станция. В Ваттенсе они арендовали на 5 лет старую текстильную фабрику, и к 1900 году у них уже работало 100 сотрудников. К этому времени фабрику они уже купили, число сотрудников увеличивалось, как и увеличивался технический потенциал. В это время конкуренция обострялась не только в Богемии, но и в Австрии. К этому добавился тот факт, что компания зависела от поставок стеклянных полуфабрикатов из Богемии, и поэтому через 8 лет, в 1908 году, началось строительство своего стекольного завода. Через 2 года к плавильному заводу была пристроена лаборатория, в которой сыновья Даниэля Сваровски, Вильгельм, Фридрих и Альфред проникали в секреты производства стекла. И уже к 2013 году они добились такого качества стекла, которое могло сравниться с производством яблонецких мастеров. Но во время войны производство было приостановлено, что-то было переориентировано на военные заказы, количество рабочих сокращалось, и конец войны принес и финансовые трудности. Кроме того, Яблонец над Нисой, как главный партнер и поставщик заводов Сваровски, оказался в другом государстве после распада Австро-Венгрии. В общем-то, это были достаточно тяжелые времена, и в период между Первой мировой и Второй мировой войной Даниэл Сваровский уже в силу возраста отошел от дел, передав управление своим сыновьям, но продолжал заниматься рационализацией компании. Конечно, я не могу не упомянуть в этом видео период Второй мировой войны, тем более, что я пытаюсь провести некие параллели между производством стекла и бижутерии в Чехии и компанией Сваровски. Я уже рассказывала в предыдущих своих видео, какое влияние оказала война на Богемию, на производство бижутерии в Богемии. Ну и хочу рассказать, конечно же, как это все повлияло на компанию Сваровски. В 2014 году компания Сваровски наняла венского историка Дитера Штифеля для написания биографии Даниэля Сваровски. Отчасти это было сделано для того, чтобы неким образом обелить семью Сваровски, так как все знали, что семья Сваровски открыто поддерживала идеи Третьего рейха. И зимой 1938 года даже в Ваттенсе прошло факельное шествие в его поддержку, в котором участвовало 500 рабочих завода и 2 старших сына Даниэля Сваровски, Вильгельм и Фридрих. Штифель исследовал множество документов, подтверждающих, что оба этих брата были членами гитлеровской партии НСДАП еще с 1933 года, еще до аншлюса Австрии, что якобы подтверждает их идейность, а не вынужденные действия по сохранению бизнеса. Впоследствии сам Даниэль Сваровский и третий сын тоже стали членами партии в 1938 году. И, конечно же, компания Сваровски пользовалась привилегиями от Третьего рейха,
получала госзаказы и выпускала оптику для военной машины Третьего Рейха. Напомню, что это было время бойкота и санкций от всех крупных стран, где находились основные их заказчики, поэтому они получали также от Германии и компенсации, которые способствовали поддержке их бизнеса. Впоследствии после войны все члены семьи объясняли все это стремлением сохранить производство, рабочие места и так далее. И их имена были даже вычеркнуты из черных списков коллаборантов, которые составлялись после войны. Также главным оправданием служил тот факт, что на протяжении всего этого времени треть компании по-прежнему принадлежала еврею Жану Кральштаймеру, племяннику того самого Арманда Костмана, парижского совладельца компании Сваровски, того самого первого их инвестора. Я напомню, что по нацистским законам евреям запрещалось стоять у руководства предприятий, но Сваровски обжаловали это все в судах, и, возможно, им удавалось сохранить это положение дел как раз благодаря связям с нацистами. Вот такая получилась история исследования Дитера Штифеля. Он также написал книгу, которая встретила большое сопротивление акционеров Сваровски и так и не была напечатана. Была напечатана небольшая только статья в каком-то узкоспециализированном журнале. И также в 2018 году вышло интервью Маркуса Лангис-Сваровски, одного из наследников в пятом поколении, в котором он говорит, что они очень хотели прозрачности своей истории, но так как у этой истории как бы есть вот такие вот две стороны, то они все-таки пришли к выводу, что публикация такой книги сильно навредит маркетинговой политике компании. Ну, давайте посмотрим, что есть в музее, переместимся туда. Я постаралась снять самое интересное, не все подряд. И музей называется «Кристальные миры Сваровски». И это на самом деле не про историю кристаллов, их создателей, изобретателей, а про сами кристаллы, про их волшебное сияние, их красоту, такие вот сказочные ощущения, которые можно понять только когда их видишь. Окунитесь в зимнюю сказку. Здесь очень холодно. Здесь настоящий мороз. И долго в этой пещере не пробудешь. Самой истории посвящена в музее лишь небольшая витрина с несколькими фотографиями самого Даниэля Сваровски, членов его семьи, дома, фабрики. В общем-то, в моем видео на самом деле представлено больше фотографий, чем в музее. Ну и самое главное, это коробка с образцами первых кристаллов, произведенных компанией. Здесь было не так много форм и цветов, сколько существует сейчас, но это было самое начало. Музей был создан к 100-летнему юбилею компании Сваровски, и в работе принимали участие много разных художников со всего мира. Каждая комната в музее рассказывает как бы свою историю, ей посвящена одна какая-то тема. Но самая главная тема – это украшательство. В первую очередь это костюмы мировых звезд эстрады, бурлеска. Здесь есть платья Шер, Леди Гаги, костюмы и украшения Майкла Джексона, Диты Фон Тис и еще многих-многих звезд, которых я, честно говоря, не запомнила даже. В этой комнате интересно всем, не только взрослым, но и детям, потому что здесь понятна экспозиция. А вот кристаллы, вот ими украшены костюмы, все это сверкает на манекенах, надето.
Все, в общем-то, понятно и видно, наглядно. А вот целый вот Элтон Джон, парящий возле кристального рояля. В общем, тут есть что посмотреть. И, конечно же, украшали кристаллами не только современных звезд и звезд недалекого прошлого, но и далекого от нас прошлого. Это были артисты, танцовщицы еще 20-х, 30-х годов. Например, такая известная французская танцовщица, как Жозефина Бейкер. Тут же представлено множество украшений, которые компания производила во второй половине 20 века. И как и во многих музеях, их можно просто выдвигать из ящиков витрины и рассматривать. Если вам интересно, вы ящик даже не открываете и тогда просто проходите мимо. Но здесь есть не только украшения, но и аксессуары, пуговицы. Конечно же, обязательно это пуговицы. Их всегда выпускала Богемия, и Сваровский, конечно, не исключение, так что он выходит оттуда же. Сумочки, кошелечки, тиары, короны, головные уборы, ну и разные предметы костюмов всех артистов всех времен. А дальше в музее очень много комнат есть с художественными инсталляциями из кристаллов. Вы можете только вот представить, какое количество кристаллов здесь использовано. Это, ну, наверное, тонны кристаллов. Все это сверкается, переливается, и, конечно же, кристаллы не могут существовать отдельно от света. Нет света, нет, можно сказать, и кристаллов, потому что ни один эффект, который излучает кристалл, не будет виден без соответствующего света. В музее даже есть просто комнаты со светом без кристаллов. То есть свет имеет тоже важное значение. Ну и, конечно же, пропаганда любви и мира – это первое, что может делать большая компания. Здесь вот такие сердечки, играющие под какую-то индийскую мелодию. Они крутятся, поворачиваются, поднимаются, прыгают, знаете, как в такой вот какой-то детской игре. И опять же панно цветное, множество кристаллов. Заходя в новую комнату, раздвигая шторки, вы никогда не знаете, что вас там ожидает. Иногда это бывает вот какой-то просто звук, который издаете вы своими шагами, видимо, наступая на кристаллы. В некоторых залах представлены кристаллы именно в своей как бы природной форме. Но все, что производит Сваровский, это, конечно же, высококачественное стекло. Посмотрите, сколько граней, какая бесконечность уходит вдаль. А в этой комнате всего лишь находится 6 человек и одна люстра. Следующая комната напоминает рождественскую историю. Вот эти вот маленькие городки с движущимися предметами. И, конечно же, все украшено кристаллами.
Можно долго ходить вокруг этой экспозиции и рассматривать маленькие фигурки. А еще одна комната, в которой представлены 4 архитектурных произведения. Вот, например, кристальный Тадж-Махал, в котором внутри можно увидеть джинна, выходящего из лампы. Ну, конечно же, большая компания всегда возле самых главных мировых проблем. Ну и закончим мы все вот таким вот экспонатом. Это солнце. Солнце такое, каким его можно представить с помощью кристаллов. Ну и, как всегда, выход из любого музея через сувенирную лавку. Смотрите, какой красивый лебедь. Символ Сваровский. 135 евро. Вот примерно цены такие. Тут же лебедь в виде маленьких сережек. 115 евро. Самые простые пусеты Сваровски 55 евро. А вот эти вот серьги уже из современной коллекции, последней, новой. Я видела ее в Инстаграме. Мне очень понравилось. 230 евро. Это тоже из современной коллекции, но уже в розовых тонах. Цены вы видите. А это корнер из последних интерьерных дизайнеров, которые создавала Джованна Баталья. Вот и здесь уголок в этом магазине сделан в этом стиле. Посмотрите, вся стена состоит из коробочек с украшениями. В каждой коробочке находится какой-то предмет. Вот так вот очень красиво сделано, очень эффектно. Очень эффектно смотрится эта стена. Можно подойти, смотреть, выбирать. Все очень наглядно, очень удобно. А вот это зеленая коллекция, последняя. А вот такие кольца сейчас современный дизайн разрабатываются. Посмотрите, насколько оно шикарное. 300 евро, на него 40% скидка еще. И я думаю, теперь становится понятно, почему фирма Сваровски процветает до сих пор. Какими бы ты ни обладал традициями, всегда нужно идти в ногу со временем. Это тоже современный дизайн сережек. А вот серьги асимметричные, асимметричного цвета. Одна зеленая, одна голубая. А вот так бренд использует все тенденции современные. У меня есть видео на канале о трендах. Вот здесь как раз можно сделать вывод, следовать трендам или нет. Если старые бренды будут следовать всю жизнь своим традициям каким-то, своим корням, так сказать, полностью, то развития не будет никакого. Корни — это хорошо, но дизайн должен быть соответствующим
своему времени. Или вот асимметричные серьги. Одна с подвесками, одна пусета. А вот интересный современный дизайн, который закрывается сзади уха. И у вас получается двойная серьга. Впереди уха, впереди мочки и сзади. Мне очень понравились вот эти вот серьги. Стоят они 195 евро. Очень красивые. Тоже здесь сзади висит подвеска, то есть сзади мочки уха подвешивается. И они асимметричные. Ну, Сваровски это не только про украшения, но и про декор. Фигурки стеклянные. И даже, как вы видите, Сваровски, что сейчас актуально, что сейчас популярно среди нового поколения, все есть. Человек-паук весь в кристаллах, с подставкой, которая тоже в кристаллах. Она же и фонарь, на котором он висит, 20 000 евро. Здесь же можно купить не только украшения, но и сделать все самому, пожалуйста. А вот такая коробочка стоит 44,90, 45 евро. Наборы есть разные. А вот этот немножко подешевле набор. 29,90, 30 евро. В общем, мастерите сами. Кто не хочет покупать готовое, кто хочет свой дизайн. Вот таковы, друзья, миры Сваровски с музеем и самым большим магазином в мире. На завод, к сожалению, не пускают. До сих пор это все остается в тайне. Возможно, это одна из составляющих успеха Сваровски все-таки оказалась. Вот таков кристальный мир Сваровски. А здесь интересно везде, не только в музее, но и в магазине, и на огромной их территории тоже есть чем заняться и взрослым, и детям. Тут можно провести целый день и уехать с большим, огромным просто впечатлением и с шикарными эмоциями. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы посмотрели на всю эту красоту и сделали, возможно, свои выводы. Пишите в своих комментариях об этом, что вы думаете. А на сегодня это все. Всем пока. До встречи в следующем видео.